На этапе черновой отделки в туалет был уложен электрический кабель теплого пола и залита выравнивающая стяжка. Такой вариант подходит не только для своего дома, но и для квартиры. Следующим этапом стала гидроизоляция. Обильно промазал стыки и прикладывал специальную ленту. Затем проходил весь пол в 2 слоя. Тем самым мы создаем в помещении своего рода водонепроницаемое корыто, что в случае с квартирой крайне актуально, чтобы минимизировать вероятность затопить соседей. В моем случае решил перебдеть из-за электрического кабеля. Лучшим выбором для напольного покрытия в санузлах является керамогранит. Его я побоялся класть самостоятельно и нанимал рабочих. Но попробовав самостоятельно выполнять эту работу, понял, что положить ровную плитку на ровный пол с СВП, то есть используя систему выравнивания плитки, это проще простого, и боялся я зря. Строил дом я в сложных жизненных обстоятельствах, и бывали случаи, что у меня в какой-то момент просто заканчивались деньги. Это основная причина поклейки обоев на стены в туалете. Так удалось сэкономить больше 20 тысяч рублей. По личному опыту прошлого дома знаю, что с обоями в туалете можно спокойно жить десятилетиями. Плюс покупал я в дом хорошие моющиеся обои. Они простояли уже год, я обливал их водой, не специально так получалось при прокладке водопровода. И обои чувствуют себя так, словно они поклеены вчера. На задней стене комнаты я разместил водоразборный узел, использовал коллектор и разводил трубы из сшитого полиэтилена до каждого потребителя. Так выходит дороже, чем полипропилен на тройниках, но вариант со спаянным полипропиленом нельзя вмуровывать в стены. А у меня часть труб вштроблена и в пол, и в стены. Сшитый полиэтилен с аксиальными фитингами — это самый надежный водопровод, что опять же очень актуально в квартирах. Несмотря на то, что дом подключен к городскому водопроводу и анализ воды показал, что она соответствует всем нормам, я все равно установил на входе воды магистральный фильтр с картриджем механической очистки на 5 микрон. И вот так выглядит фильтр спустя год. Такую воду мы с вами пьем. Хотя бы механическая очистка уже сильно помогает, и не только в плане вашего здоровья, но и здоровья всей сантехники. Так гораздо дольше проживет и техника, и смесители. И что меня бесило в прошлом доме, что лейку у душа надо было стабильно менять минимум раз в год. Благодаря фильтру в новом доме лейка за год вообще никак не засорилась. Для питьевой воды у меня еще есть отдельный фильтр, но об этом подробнее в другой раз. Для горячей воды на стену туалета повесили накопительный водонагреватель на 100 литров. Не знаю, как обстоят дела с этим в других городах, но даже в Питере до сих пор отключают летом горячую воду, бывает и на 2 недели. А у нас в деревне прошлым летом ее не было месяц. Поэтому даже при наличии горячего водоснабжения бойлер может быть актуален. Настало время самого важного — унитаз. Покупал его по закону подлости именно в тот момент, когда появились мемы про граждан России и унитазы. Потому что реально приходишь в магазин, а унитазов нет. На сегодня ситуация налаживается. Скрипя сердце и задушив жабу, купил инсталляцию с подвесным унитазом за 40 тысяч рублей. На сегодня, несмотря на инфляцию, то же самое можно по акции найти за 30. Можно, конечно, купить унитаз и за 3, и он будет выполнять свою функцию, но гораздо приятнее ходить в туалет с удовольствием. К тому же за другие деньги можно получить не только внешний вид, но и другие преимущества, о которых расскажу чуть дальше. Инсталляция приходит почти в готовом виде и при помощи профиля для гипсокартона устанавливается легко своими руками, даже первый раз в жизни за пару часов. Я думаю, как и многие, боялся подвесных унитазов, представлял, как он меня не выдержит и упадет посередине процесса, но боялся ровно до того момента, пока сам не поставил раму и понял, насколько все надежно. Анкеры у пола, крепления вдоль стен и шпильки у стен очень крепко держат раму. Для самой чаши также идут 2 толстенные шпильки. Бачок подключил от коллектора обычно гибкая подводка, и если требуется большая надежность, это также можно сделать и трубой. А канализацию соединил напрямую без гофры. С этим пришлось немного помучиться, но если подводку я могу поменять легко, то канализацию хочется не трогать как можно дольше. И стоит заморочиться с подключением без гофры. Человек, который вот это делал, ты чё похавал в тот день вот? Ну, под чем ты был? А дальше начинается наведение красоты. Часть слоями у инсталляции была зашита 2 слоями гипсокартона, и на гипсокартон был уложен тот же керамогранит, что и на полу. Примыкание плитки к обоям у меня вышло среднего качества. Без опыта не знал, что малярная лента намокает, и так не получилось хорошо затереть место стыка. Затирка размазалась, плюс отпиленные части плитки были кривоваты. Второй раз залепил бы другой лентой по типу изоленты и, возможно, попробовал бы герметик. Следуя инструкции от чаши, так как у разных чаш разный принцип крепления, закрепил чашу на перегородке.
Дальше нужно было сделать потолок. Заказал монтаж натяжного потолка с использованием профиля, на котором по всему периметру вдоль стен можно разместить светодиодную ленту и получить так называемый парящий потолок. Это не сильно дороже обычного потолка, и так в маленьком помещении можно отказаться от дополнительного светильника, тем самым сэкономив. Профиль должен быть очень ровно запилен, в идеале использовать для этого торцовку. Так как у меня на стенах нет кафеля и перегородки из газоблока, то можно было крепить профиль просто так саморезами к стене, даже без дюбелей. Просто часть самореза вкручивается не прямо, а под углом. Насколько ровно профиль не запиливай, все равно будет видно черный стык на белом профиле. Плюс, чтобы полотно не повредилось об углы, они промазывались холодной сваркой, которая потом замазывалась белым корректором. По периметру наклеивалась обычная светодиодная лента мощностью 14 Вт на метр. Через просверленное отверстие в провеле вывели концы и подключили через блок питания, который спрятался на чердаке. Со светом, направленным вдоль стен, появляется знатный прикол, и о нем чуть дальше, а пока надо было натянуть полотно. Использовалось самое обычное ПВХ полотно, белое матовое. В этот раз на нем был белый гарпун, так как и профиль был белый. Следующая задача — закрепить держатель туалетной бумаги. Купил надежный металлический покрашенный держатель и через дюбели прикрутил к стене. Место установки выбирал под себя, изначально просто прикладывая к стене и проверяя, будет ли удобно. Штука функциональная, с полочкой, например, для телефона и местом под освежитель воздуха. Под прошлыми видео было столько комментариев про гигиенический душ, что я не смог пройти мимо и купил гигиенический душ. Много раз был в арабских странах, где такая штука установлена в каждом туалете, но почему-то я этим еще ни разу в жизни не пользовался. Чуть ли не самое сложное в установке — это проделать отверстие в керамограните. В прошлый раз пробовал сделать это дешевой балеринкой, и она категорически не справилась. Поэтому в этот раз пришлось разриться на алмазную коронку, и даже так, поливая водой, чтобы не добыть огонь, это было непросто. Твердость керамогранита одновременно его и плюс, и минус, что его хрен отпилишь и хрен просверлишь. И такой прикол, что когда его оттуда просовываешь с той стороны, получается, вот здесь должна быть держалка для лейки, а из-за того, что там 2 слоя гипсокартона идет после профиля, и потом еще клей и керамогранит, не хватает расстояния. Придется с той стороны 1 слой гипсокартона прорезать. И вот эти вот как-то не очень удобно, вот эта вот, конечно, система крепления в целом, вот эта вот, она какая-то реально неудобная. Как вот эту штуку крепить к чему-то, вообще не очень понятно. При помощи ножа, стамески, молотка и ножниц по металлу удалось там выковырять под этот самый один слой с 2 сторон гипсокартона. Пришлось разрезать здесь каркас. Благо там все еще есть это самое каркас инсталляции. Разрезал руку, облокотился на шпильку и об резьбу шпильки разрезал руку. Пока шел мыслительный процесс крепления гигиенического душа, решил заменить фильтр. Вообще без труда все открутилось, и вот так выглядит фильтр спустя год или 50 кубометров водопроводной воды. Заменил картридж и также без труда вкрутил обратно. Поставил фильтр обратно, ставится буквально и меняется 5 минут туда, 5 минут сюда. Единственное, что я залил весь пол. Потому что оттуда довольно сильно течет вода, когда его откручиваешь. Надо было что-то подставить, что я как-то... Когда я это все устанавливал, я уже это откручивал. Там было не столько воды. В этот раз что-то ее получилось много. И надо что-то туда подставлять. И еще поставил трубочку от предохранительного клапана для бойлера. Поставил ее в бачок инсталляции, как писали в комментариях. Изначально я просто не сложил 2 плюс 2, потому что бойлер на 100 литров, а бачок на 6. Я думал, а как 100 литров поместится в 6, а оказывается там есть перелив. Держу клапан, спускаю воду, и когда вот там набралось, оно само стекает в канализацию. Доступ, конечно, легким его не назвать. В принципе, работоспособное решение, но если есть возможность сделать техническое помещение отдельное, конечно, лучше сделать отдельное техническое помещение. У меня не было лишних денег на техническое помещение, поэтому пытался это все вот так скомпоновать, чтобы этим можно было пользоваться.
в принципе, раз в год надо поменять фильтр, больше сюда лазить нет необходимости. Для подключения гигиенического душа решил попробовать самый простой вариант и вкрутить просто гибкие подводки, используя фум-ленту со стороны штуцера. С фумкой еще в прошлый раз настрадался, но подумал, что если с первого раза не получится, поеду в магазин за льном и пастой. В итоге получилось и с лентой, но всплыл другой нюанс. Получился такой прикол, что когда туда ставишь чего-то, пережимается подводка, и здесь нету тока воды, не будет его. В целом, когда оно вот так пережато, это не очень хорошо. Поэтому здесь с двух сторон по-хорошему надо ставить вот такие вот уголки, чтобы вот так вот потом вкручивать. И делать, конечно, лучше это все не подводками, а трубами. Крепление меня смутило, показалось очень неудобным и ненадежным, причем оно одинаковое у всех производителей за любые деньги. И для производителя, может быть, это нормально, но с точки зрения того, кто устанавливает, добрым словом он производителя не вспомнит. Я, конечно, просто парень из интернета, а не профессиональный сантехник. Если есть эксперты, то напишите ваше мнение в комментариях, возможно, я что-то делал не так. Я прикрутил смеситель на досочку и уже досочку как следует прикручивал к гипсокартону, иначе там бы все очень быстро разболталось. Даже несмотря на прорезанные оба слоя гипсокартона, длины смесителя еле-еле хватило зафиксировать держатель лейки. И второй раз выбирал бы модель со смесителем подлиннее, но в итоге все получилось. За год еще тут шов треснул. Что-то он как-то не хватило у него деформативности. Сейчас буду ему обновку делать. Пришлось тут немножко все разобрать, благо это делается легко, несложно. При помощи ключа подтянул шпильки, которые с той стороны, и которое крепление с этой стороны поджимается. Затянул так, что ну все уже страшно. Дальше я уже либо резьбу сорву, либо что-нибудь лопнет. И при этом все равно есть деформативность. Когда нажимаешь на край чаши, тут, ну, на миллиметр точно она отодвигается. И получается, что шов вот так вот лопается. Как это победить, надо думать. Чтобы визуально закрыть бойлеры коммуникации, заказывал шкаф на мебельном производстве и приступил к его сборке. Почему собирать мебель импактом не очень хорошая идея? Надо было вкрутить вот эти вот штучки для того, чтобы верхнюю перекладинку поставить. И вот эта вот часть от болтика, она в итоге лопнула. Ударный механизм я туда загнал сильно, она просто лопнула. И я уже тут полчаса пытаюсь это рассверлить, чтобы ее оттуда извлечь. Полчаса воюю. Блин, и вот такой прикол. Хромовая кнопка у инсталляции сильно выбивалась из общей картины и решил заменить ее на белую. Меняется панель, да и в целом вся система, особенно как в моем случае с пневматическим смывом, элементарно в одно движение руки. Поэтому, несмотря на то, что все кажется закрытым, у всего высокая ремонтопригодность. Еще одна вещь, которая должна быть в санузле, это ночной вариант освещения, чтобы если встаешь ночью в туалет, не просыпаться от яркого света. Для этого достаточно буквально одного светодиода чуть ли не в 1 Вт. И существуют дешевые решения всего за 300 рублей, но по отзывам эти штуки ломаются через неделю, плюс постоянно батарейки менять, поэтому решил пойти более дорогим, но надежным способом, при помощи компонентов умного дома. Для этого мне понадобился датчик движения, я прикрепил его снизу к держателю туалетки, так чтобы он срабатывал и на будущую дверь, и на любое движение на унитазе. В отверстие в перегородке у канализационной трубы просунул провод. Стрипером зачистил концы и с одной стороны соединил провод со светодиодной лентой при помощи коннектора. Хороший способ для таких, как я, кто не умеет паять. Второй конец провода присоединил к блоку питания для ленты, а блок в умное реле. Ленты заранее отмерил ровно по окружности дна чаши и благодаря клеющейся полоске приклеил снизу внутри чаши. Словно специально для этого у нее в этом месте был удобный бортик. Использовал влагозащищенную ленту, а все соединения как следует проматывал изолентой. Через приложение умного дома настроил сценарий работы, включаем
вставляем всю цепочку в розетку, и при обнаружении движения включается подсветка. И благодаря умным устройствам я могу вот так вот просто сидя у себя на диване сказать: «Алиса, включи свет на кухне». «Алиса, включи кровать». «Алиса, выключи свет в коридоре». Завершающим этапом стал монтаж межкомнатных дверей, о чем недавно выходил подробный ролик на канале. Для туалета сразу решил поставить плинтусы. Торцовкой отпилил плинтус так, чтобы он хорошо вставал в распор между перегородками, и его можно было даже не приклеивать. Осталось облагородить последнее примыкание. Сделал это, используя обрезок наличника от дверей. И туалет, на мой взгляд, у меня получился вышний. Красота-то какая, лепота. Открываем дверь, и включается подсветка под унитазом. И в принципе даже основное освещение можно не включать, потому что этой подсветки ее достаточно и в ночное, и в дневное время. У меня даже слегка ярковато получилось, и это можно сделать уменьшением мощности самой ленты, то есть брать ленту какую-то минимальную, либо за счет умного дома, там есть возможность уменьшить яркость. Примерно через неделю лента отвалилась, не дружит эта клеющаяся полоска на ней с кафелем, приклеил на цианокрилатный клей, и сейчас все нормально держится. Какой прикол вскрылся с основным освещением, с вот этим вот парящим потолком, когда свет направлен вдоль стены. В случае, если ровные отличные стены, то все классно. В моем случае получается жуткое безобразие, потому что вот эта стена, она волной. И вот наглядная демонстрация, что получается, когда хочешь сделать хороший цвет вдоль стен на кривых стенах. Плюс еще момент со стыком профилем на углах. Получается, что на видео все классно, когда смотришь, но вот если я вам попытаюсь это сфотографировать, то картинка уже чуть другая. И там замазана замазка, вот это соединение профиля и холодная сварка. Выглядит оно не очень эстетично. Да, на эти углы, как правило, не смотришь, и в целом вообще сам потолок не замечаешь, он где-то там далеко, и на него не обращаешь внимания. Но я знаю, меня это коребит. И спрашивал я у Максима, это вот в его конкретном исполнении так получается, или в целом все потолки такие. Максим сказал, что тяжело сделать вот это примыкание, чтобы его было не видно именно на белом профиле. Есть варианты, когда в дизайне используется еще черный цвет, и тогда можно сделать профиль черным, и его в принципе даже замазывать не надо будет. Можно просто так пристыковать друг к другу, и будет более эстетично. И тогда полотно использовать с черным карпуном. В моем случае получилось как-то так, но по углам я толком не смотрю, поэтому получилось приемлемо. Шкаф я заказывал на мебельном производстве еще со времен, где заказывал кухню у Владимира, и шкаф пролежал в виде запчастей полгода, ждал своего часа, когда же он будет установлен, и наконец он занял свое место, и он даже вот еще не заполнен. В принципе, здесь можно разместить кучу всего. Была идея, что бойлер сместить куда-то к стенке, к одной, чтобы получилось не два узких ящика, а один пошире и один еще более широкий. Но мне показалось это не особо каким-то правильным решением, потому что все равно даже туалетка, она влазит, моющее средство влазит, плюс я люблю симметрию, и мне нравится, что здесь есть вот доступ, который как бы и так некоторые люди называли трудным, но по факту ничего не изменилось, и в целом я могу и фильтр свободно отсюда поменять, и у коллектора, если надо, что-то подкрутить. По поводу горячей воды, правильно заметили некоторые люди в комментариях, что подключение бойлера правильно делать трубами. И плюс, когда натягивали потолок, была вероятность, что бойлер придется снимать, потому что будет не подлезть. Но удалось натянуть потолок без съема бойлера. И задача была бы его слить. А как слить? Вот я подумала, блин, прикольно, если бы тут были краны. Поэтому по-хорошему сюда и сюда надо также ставить кран, подключать это трубами. В моем случае краны хотя бы есть у коллектора, я могу перекрыть. Но в чем прикол еще вот этой вот подводки? Подводка, да, она служит. И есть коллектор. Но несмотря на это, есть такой прикол, что вот, например, в квартирах, я думаю, многим знакомо, когда стоишь, принимаешь душ, кто-то, например, смыл туалет и тебя обдает просто кипятком. Вот такого эффекта у меня нет. У меня есть другой эффект, когда, например, я стою в душе, а жена открывает на кухне горячую воду, чтобы помыть посуду. У меня пропадает горячая вода и идет холодная, 1-2 секунды примерно. И связано это, скорее всего, с тем, что основная разводка-то сделана такими трубами, а подводка, она вот такой толщины. И из-за этого, несмотря на то, что есть коллектор, получается, что вот неправильное сечение и есть такой эффект. Поэтому по-хорошему надо переделать это на трубы. Примыкания у меня не очень продуманы, потому что это надо все учитывать где-то заранее на стадии проектирования. Какой такой чертеж? У нас нет чертежей. У нас есть глазок. Все на Димкин глазок мы делаем.
Здесь вот у меня плитка, которая криво отпилена. Был бы какой-то заводской край плитки ровный, возможно бы оно друг к другу хорошо примкнуло, а так получается такие вот зазоры странные. И в целом лучше вот избегать вот этих маленьких кусочков плитки, как-то делать раскладку заранее плитки, смотреть, чтобы не было таких кусочков, как-то пытаться подбирать все, может играть швами, толщиной шва, или пытаться искать такую плитку, чтобы вот не попадалось вот так. Самое интересное — это гигиенический душ. И сейчас мы ставим с вами чуточку ближе, потому что буду рассказывать интимные подробности. Как правильно какать? Поставили мы это чудо, смотрим на него и с супругой и не понимаем, а что нам с ним делать-то, как этим пользоваться. Пришлось изрядно погуглить, чтобы разобраться. Некоторые пользователи гигиеническим душем в принципе отказываются от использования туалетной бумаги, и происходит все каким образом у них, что берут эту тулейку, открывают смеситель, вот так вот сзади все это делают, и там напор воды сильный, но недостаточно для того, чтобы там все само произошло. И они, как правило, это второй рукой вот так вот спереди, потом это все моют. Я вот этим всем заниматься не хотел, и вот в мусульманских странах там везде вот это. И, как правило, делают это, видимо, левой рукой. И считается, у них даже там левая рука проклята. Можно кому-то нанести даже оскорбление, если ты потрогаешь его левой рукой. Такие вот у них там приколы. Смущала меня эта вся история, что там надо все вот это мыть руками. Почитал я по поводу, что по этому поводу пишут врачи. Вывел для себя некий компромисс, что сначала используешь бумагу до какой-то степени, потому что в самом начале там вот этот вот коричневый килограмм из-за напора, он может вот это вот разлететься в разные стороны. Будет не очень хорошо. Поэтому до какой-то степени используешь туалетку, потом уже берешь гигиенический душ, пользуешься вот это вот все там без дополнительных рук, просто одной рукой лейкой там все помыл, и потом берешь бумажку еще раз, и для того, чтобы промокнуть, чтобы там было все сухое. И так получается и удобно, и отличная гигиена. И слышал мнение, что те, кто пользовался гигиеническим душем, по-другому потом пользоваться не хотят, что вот настолько кайф. Я вау-эффекта не испытал, по мне это вообще все показалось очень странным. Но штука в чем, несмотря на мой не очень почтенный возраст, но у меня сидячая работа, я бывает работаю по 14 часов в день. И у меня уже был геморрой. Вот геморрой – это Вылечить болячку удалось только благодаря переходу с бумаги на воду. И тогда, когда у меня эта болячка была, у меня еще не было своего дома с гигиеническим душем. И приходилось проявить немалую изобретательность, как все таким образом устроить, чтобы осуществить подмывание. Что за хуйня сейчас происходит? Я не знаю, это странно и очень интересно, я оторваться не могу. Поэтому не с точки зрения каких-то ощущений или какого-то удобства, это больше вот он гигиенический душ, не просто так называется гигиенический, потому что это ваше здоровье. И благодаря его использованию можно сократить вероятность появления каких-то болячек у вас в будущем. Плюс, ладно, мужики, у женщин у них как бы в 2 раза больше отверстий, в 2 раза больше проблем с гигиеной, поэтому для женщин это должно быть еще более актуально. Супруга поначалу не оценила, как-то она с подозрением на все это смотрела, но потом где-то через месяц подошла и говорит, а гигиенический душ-то огонь на самом деле. Плюсом и сам тубзик можно помыть, там что-то в принципе каких-то в хозяйственных целях тоже удобно использовать. По стороне монтажа я сделал с этой стороны чисто с точки зрения того, что мне с этой не поставить. Там мешает фильтр, его неудобно там располагать. Не получится, мешает. Поэтому только с этой стороны. Но так совпало, что мне с этой стороны гораздо удобнее. По моим сведениям, большинство мужчин даже не на то, что они правши. Вот я, например, правша, а делаю все вот эти гигиенические штуки левой рукой. Держу там, например, левой рукой. Поэтому мне под левую руку оказалось удобнее. Единственное, вот этого производителя я бы не рекомендовал. Это топ продаж там на маркетплейсах. Но мне почему-то вообще я не понимаю положительных оценок. Тут и покрытие охренеть какое слабое. От любого прикосновения все отваливается. И, ну, может, мне брак попался или что-то, у меня постоянно течет соединение шланга и лейки. Как я там не изгалялся, что только не придумывал, оно постоянно течет и это подбешивает. Вот отсюда тоже капли текут, бывает, но это у любого смесителя за любые деньги, у гигиенических душев. Из самой лейки подкапывает, бывает. Это, ну, упадет там пара капель на керамогранит, и ничего страшного. Но вот это соединение шланга и лейки, оно течь не должно. Ну, вот у меня прямо сейчас в каплях тут. Ну и для полноты картины еще одна рекомендация. Рекомендуют, что открываешь этот кран, берешь, как бы всем попользовался,
закрываешь кран и потом в конце еще раз сюда нажать вот туда, чтобы полностью исключить, чтобы лейка не стояла под давлением. Кто-то скажет, что для идеальной картины не хватает раковины, и в целом, да, даже при 92 сантиметров, как сделано у меня, с чисто технической точки зрения, наверное, можно было бы, вот был в гостях, видел, делают вот сюда в уголок вот такие маленькие раковинки специально существуют. И если бы у меня двери были не под 800, а полотно поуже, ну и стенки сделать там хотя бы метр, наверное, толщину, ну, чтобы здесь был метр от стены до стены, хорошо бы сюда вписалась эта раковинка. Только надо на стадии проектирования это предусматривать, чтобы были здесь коммуникации проложены под подачу и вывод воды. Также видел решение, ставят раковину вот сюда. Вот сюда ставят раковину. Делают, можно сделать дверки не вот так, как у меня полностью закрыто, а чтобы дверки начинались где-то вот здесь, и здесь просто делается ниша открытая, и в нее ставят раковины. По деньгам, конечно, не сказать, что такая красота выходит дешево. Комплект чаши с инсталляцией, с кнопкой 20 тысяч рублей. Шкаф вышел 20 тысяч рублей, но он вышел дорогой за счет того, что здесь фасады из АГТ-панелей. Если использовать ЛДСП, было бы, ну, минимум в 2 раза дешевле. Гигиенический душ 6 тысяч рублей. Вот эта штука 500 рублей. Вот эта штука 1000 рублей. По подсветке датчик движения чуть больше 1000 рублей. Там тоже можно было бы все сделать через умную розетку чуть больше 1000 рублей. А не как я с умным реле за 2500. Блок питания 300 рублей. И лента условно бесплатна, потому что это обрезок от другой части подсветки. Но сами ленты тоже стоят недорого, буквально там за пару сотен можно найти. Чтобы был прям вау-эффект, это надо использовать крупноформатный керамогранит дорогой на стенах и продумывать примыкание. У меня же получилось то, что получилось. Но так как человек, который прожил заметную часть жизни с вот таким туалетом, то после такого для меня вот это кажется каким-то космическим уровнем. Потолок вышел 8000 рублей. И потолок вышел такой не потому, что он парящий, а потому что, в принципе, любой потолок в маленьких помещениях, они вот монтажники берут по 4000 за метр, даже самый обычный потолок, потому что очень неудобно работать в маленьких помещениях. В чем преимущество у таких вот унитазов? Ну, в первую очередь, это все-таки дизайн и погоня за какой-то красивой картинкой, потому что, ну, кто бы что ни говорил, это вот самый эстетичный вид, что вообще на сегодня существует. Во вторую очередь, это безободковый унитаз, и он, что называется, тоже более гигиеничный. Плюс за другие деньги мы получаем другого качества фарфор. Это какой-то микропористый фарфор. Чем дороже вот эта керамика, тем меньше там пор, и тем легче он чистится. Его гораздо проще обслуживать и гораздо проще тут что-то помыть. И самое главное с точки зрения пользователя, это чтобы там все смывалось с первого раза, не оставалось черкашей, не было поцелуев Посейдона, и у мужчин мужские половые органы не прикасались к холодной чаше унитаза, там со всеми этими, все, что там внутри происходит. У данной чаши, у нее наблюдались поначалу все эти моменты, потому что я, видимо, как-то неправильно садился. Когда я нашел свое удачное положение, то оказалось, что чаша прям близка к идеалу. И я каждый день хожу в туалет с удовольствием, потому что я знаю, что мне достаточно просто нажать кнопку, и там с первого раза все смоется, без черкашей, без вот этого всего. Не надо мне там стоять с ёршиком, драть потом вот это все. И да, я заплатил кучу денег, но я максимально доволен. Каждый рубль был потрачен не зря. И на сегодня у меня практически на 100% готова спальня, на 100% готов туалет. Скоро заканчиваю последние работы по ванной и буду уже перебираться на 2-й этаж. Вам огромное спасибо, что смотрите. Надеюсь, был вам полезен, и до встречи в следующем видео.